Первый колодец. Пересказ букбокса. Давным-давно вокруг одного озера было некое царство. Но одним жарким летом, когда совсем не было дождя, озеро высохло. Обеспокоенные люди пришли к царю. Давно не было дождя. Наши поля совсем опустели, сказали фермеры. Рыбы совсем нет. Как же нам теперь жить? Спрашивали рыбаки. Спаси нас от этого бедствия, о, добрый царь! Уговаривали его женщины, и дети плакали от жажды. Царь послал на поиск воды своих 4 генералов во все стороны света. Первый генерал пошел на восток, к восходу солнца. Второй на юг, к жарким пескам. Третий пошел на запад, где заходит солнце. А 4-й последовал в направлении полярной звезды. Они искали день и ночь напролет, тут и там. Они искали повсюду, но напрасно. 3 генерала вернулись с пустыми руками. Но один генерал, что пошел на север, не захотел подвести своего царя. И после долгих скитаний набрел на холодный горный поселок. Когда он присел у подножия горы, какая-то старуха подошла и села возле него. Генерал указал на горизонт и сказал: «Я житель прекрасного царства, где уже целый год не было дождя. Поможешь ли ты мне разыскать воду?» Старуха жестом указала вверх и повела его к вершине горы, а потом внутрь пещеры. «У нас в этой стране тоже нет воды», — сказала она. И, указав на ледяные сосульки в пещере, добавила: «Мы называем это льдом. Возьми с собой кусок, и в твоем царстве никогда не будет жажды». Генерал отколол большой кусок льда, погрузил его на повозку и отправился обратно в путь. Когда он прибыл во дворец, огромная льдина растаяла и превратилась в маленькие льдинки. Никто во дворце раньше не видел льда. Все смотрели на него с удивлением. «Это должно быть водяные семена!» — воскликнул один из министров. Царь приказал немедленно посадить водяные семена. Пока фермеры рыли яму, куски льда уменьшались на солнце. Они быстро положили их в яму, но не успев зарыть, льдинки исчезли. Фермеры были в недоумении и замешательстве.
Они рыли землю глубже и глубже, до самой ночи, в поисках волшебных зерен. На заре царь нашел фермеров, спящими вокруг ямы. С любопытством он заглянул вниз и воскликнул с удивлением: «Вставайте, мои дорогие! Водяное семя уже проросло. Там внизу вода». Так появился первый колодец.